Всем привет, меня зовут Валя, и сегодня будет история моего первого путешествия. И это путешествие на Байкал, а точнее на север Байкала. Самый простой способ добраться до Северобайкальска – это поезд. Это моя первая поездка на поезде. До этого я ездил только на электричке. Ну что же, пока Новосибирск. Места у нас были в купе, нам попался новый вагон, и я была очень рада, когда увидела розетки. Для сна я выбрала верхнюю полку. Сразу как нам раздали постельные комплекты, я все застелила. В комплект входит наволочка, пододеяльник, простыня и маленькое полотенчико. Сразу после я приступила к небольшому перекусу, состоящему из йогурта и мармеладок. К сожалению, по этому направлению нет купе класса СВ, то есть двухместных, только четырехместные. Поэтому у нас были соседи по купе, пара мужчина и женщина лет 35. Но уже со второй крупной остановки мы продолжили путь вдвоем, и, к счастью, к нам больше никто не подсел. Температура в вагоне была плюс 23. Большинство свободного времени мы занимались сериалами и, конечно же, едой. Ох, не знаю, сколько литров чая я выпила. А вот, кстати, мой великолепный обед. Интересно, почему лапша быстрого приготовления в поезде кажется намного вкуснее, чем дома? Чем ближе мы подъезжали к Северобайкальску, тем стремительнее менялся пейзаж за окном, от бескрайних полей до огромных гор. Меня очень поразил туннель, проложенный прямо сквозь горы. По нему мы ехали около 7 минут.
Ночевали мы в поселке городского типа Нижнеангарск. Он расположен на северном берегу Байкала, в 23 километрах к северо-востоку от Северобайкальска. Нижнеангарск основан в 1643 году как русское поселение на землях эвенков. Пик развития Нижнеангарска приходится на время строительства Байкало-Амурской магистрали и первые годы ее эксплуатации. Строительство железной дороги в районе поселка началось в 1978 году. Были открыты аэропорт, железнодорожный вокзал, построен небольшой порт. Рядом появился поселок строитель железной дороги, и после завершения строительства БАМа присоединенный к Нижнеангарску. К сожалению, с каждым годом количество населения уменьшается. Все стремятся уехать в более крупный город. Так, с 2010 года по 2020 население уменьшилось на 800 человек. Недалеко от дома, в котором мы остановились, находится действующая взлето-посадочная полоса. Нам повезло, и мы застали взлет одного самолета. Вечером первого дня в Нижнеангарске, после того, как немного отдохнули от поезда, мы пошли прогуляться возле Байкала. Было немного страшно выходить на лед, но я переборола себя, и это невероятное ощущение. Вот оно, я стою на Байкале, на льду, а подо льдом настоящая вода. Толщина льда колеблется от 70 сантиметров до 2 метров. Лед толщиной 50 сантиметров выдерживает, как правило, вес до 15 тонн. Поэтому зимой по льду Байкала можно спокойно ездить на автомобилях. Поверьте мне, это невероятные эмоции, и я рекомендую вам хоть раз ощутить их. Я больше привыкла к бескрайним полям и даже представить не могла, насколько огромны горы. Снег в Нижнеангарске невероятно чистый, просто кристально белый и так хрустит под ногами. Рядом с берегом расположена детская площадка, там же и надпись «Северный Байкал». Просто представьте, ведь люди, которые тут живут, могут попросту прийти сюда, сесть на лавочку и просто созерцать этот невероятный вид. Вскоре к нам присоединилась милая собачка. Она прогулялась с нами и проводила нас до самого дома. На утро возле входа мы обнаружили подарок от нашей новой знакомой в виде косточки, а вскоре она прибежала вместе с друзьями. Они были очень добрые и ласковые, мы явно понравились Хаски. Он или она была особо заинтересована нами.
Сегодня у нас в планах было посетить горячий источник Дзелинда с термальной водой. Он находится в 70 километрах севернее от Нижнеангарска, в долине реки Верхняя Ангара. Возле источников построены санатории и обустроены специальные бассейны для купания. Но есть и дикие горячие источники, их около 10. Лечебный эффект горячих источников оказывается благодаря наличию в воде фтора, кремний-кислот и радона. Максимально полезны термальные воды для воздействия на нервную, костно-мышечную и эндокринную систему, а также систему кровообращения. Мы выбрали бассейны. Здесь обустроено 3 бассейна. Первый теплый, неглубокий, второй горячий и третий охлажденный. Я в первый раз на горячем источнике, и для меня это совсем новое ощущение. Температура воздуха минус 16 градусов, а в бассейне плюс 44. В зимнее время над бассейном шапка пара. Только посмотрите, как покрылись инеем мои волосы. По периметру бассейна лежал снег, и когда ты разгоряченный трогаешь его, он прям обжигает. Я побоялась нырять, но мне и так хватило ощущений. На горячие источники я рекомендую приезжать именно зимой. Чтобы по-настоящему прочувствовать горячий бассейн, лучше всего сначала промерзнуть в снегу. Или, как альтернатива, прохладный бассейн, а потом уже прыгать в горячий. После купания мы пошли греться местным травяным чаем с блинчиками. Свое утро мы начали с чая и кофе в местной кофейне. Ну а после мы отправились до второго горячего источника. Термальный источник Гоа-Джекет, что в переводе с бурятского «место дьявола», находится в 25 километрах от города Северобайкальск, вблизь Байкальского хребта. Это самый популярный источник на севере Байкала из-за своей транспортной доступности. Местные жители называют это место Солнечный, так как ранее рядом был одноименный рабочий поселок. Что забавно, компания, владеющая источником, называется Гелиос. В мифах древних греков бог солнца. Путь сюда занимает около часа. Дорога проходит по горам вдоль живописного леса. Из-за частых подъемов и спусков иногда закладывает уши. Под открытым небом расположены 2 купальни с целебными водами, температурой 43 и 52 градуса.
мы в баре «Бизон». У них есть интересная игра, вместе со счетом вам приносят 3 кубика, на гранях которых нарисованы разные блюда. Если выкинуть 3 одинаковых рисунка, то вам дается купон на бесплатную порцию того, что выпало. К сожалению, мы ничего не выиграли, мне не хватило всего одного рисунка до бесплатной порции пасты. Но даже если бы и получилось, мы бы вряд ли успели им воспользоваться, ведь уже завтра поезд обратно в Новосибирск. В последний день нашего путешествия мы поехали на самую северную точку Байкала. Дорога к нему была частично занесена, очень большая колея, но мы все же доехали до нужного места. Проход Стелли тоже оказался небольшим испытанием. В последние дни стоял сильный ветер, и дорожку очень сильно занесло. И с полными ботинками снега, но мы все же добрались до нее. Стелла сделана в виде большого компаса с обозначением сторон света. Далее наш путь лежал к торосам. Торосы — это нагромождение обломков льда, высотой которых обычно сравнительно невелика, до 1–1,5 метра, но иногда они могут достигать 10–12 метров. Они образуются в результате сжатия ледяного покрова. Лично я называю их кристалликами. Просто невероятно огромные и прозрачные глыбы льда. Смотри. Вот там есть этот проход на воду. Ну да, К сожалению, из-за теплой и снежной погоды лед был покрыт толстым слоем снега, и не удалось увидеть прозрачный лед Байкала. Но не это ли повод вернуться сюда еще раз? Вся эта поездка словно сказка. Огромные горы, чистейший снег, горячие источники и огромные глыбы льда. Побывав хоть раз на Байкале, он остается в твоем сердце навсегда. Перед отъездом на вокзал к нам прибежала рыжая попрощаться.